Женщине кажется странным, что ее пес продолжает лизать ей живот как раз в том месте, где у нее злокачественная опухоль. Когда она отвозит его к ветеринару и узнает правду, ее мир полностью меняется. Тереза приехала домой обычным весенним днем, когда солнце уже садилось и окрашивало небо в оранжевые и розовые тона. Когда она парковала машину в гараже, по земле протянулись тени. Усталость от очередного сеанса химиотерапии тяжелым грузом легла на ее плечи, и она не могла дождаться, когда вернется домой и отдохнет. «Я больше не могу проходить химиотерапию», прошептала она себе, открывая входную дверь, чувствуя смесь облегчения и тревоги от того, что вернулась в свой дом. Когда она вошла, ее окутала знакомая и гостеприимная атмосфера. И, конечно же, Себастьян, ее верный пушистый друг, был там, как всегда, с нетерпением ожидая ее прихода. Животное подбежало к ней, радостно лая, как будто ее присутствие было лучшей частью его дня. «Привет, любимая! Как ты? Ты скучал по маме?» Тереза наклонилась, чтобы погладить его, и в ответ получила ласковое облизывание и восторженное виляние хвостом. Казалось, этот простой пес мог в мгновение ока прогнать любую печаль или уныние. Его жизнерадостный вид, блестящие глаза и мягкая шерсть, от которой исходил характерный запах его шампуня, придавали ей сил продолжать борьбу. После короткого разговора с Себастьяном Тереза бросила свою тяжелую сумку на диван и направилась прямиком на кухню. Она устала, но голод заставил ее приготовить что-нибудь на скорую руку. Пока она готовила сэндвич, из гостиной донесся лай ее собаки, напомнивший ей, что почти подошло время для их ежедневного ритуала — совместного просмотра фильма на диване. «Ладно, успокойся. Сэп, я иду. Просто дай мне чего-нибудь выпить». «Выпей», — смеясь, сказала Анана, доставая из холодильника газировку. С напитком в одной руке и бутербродом в другой, Тереза вернулась в гостиную, где Себастьян уже устроился на своем любимом месте на диване. Она устроилась в своем обычном уголке, и пес тут же нежно положил голову ей на колени. Они вместе посмотрели фильм, поддерживая традицию, которая приносила утешение и немного радости в трудные дни. Однако вскоре Себастьян начал делать то, что показалось его хозяйке странным, и чем он занимался уже некоторое время. Он начал облизывать ее живот, именно там, где была обнаружена опухоль, которую она только что обнаружила. «Прекрати, Себастьян, это щекочет». Женщина сначала рассмеялась, решив, что это просто жест привязанности. Но настойчивость пса была необычной. Он продолжал лизать одно и то же место с решимостью, которая, казалось, преследовала определенную цель. Сбитая с толку, она попыталась мягко оттолкнуть его, но он продолжал лизать. Выражение его лица было серьезным и сосредоточенным, как будто он чувствовал что-то, чего его хозяйка еще не понимала. Тереза была 32-летней женщиной, которая жила одна в своей просторной городской квартире. Хотя она не зарабатывала большого состояния, ее зарплаты хватало на безбедную жизнь и уход за детьми. Себастьян. История о том, как он появился в ее жизни, была столь же трагичной, сколь и счастливой. Холодным зимним утром она случайно нашла его, свернувшегося калачиком рядом со своей мертвой матерью в переулке за ее домом. Хотя Тереза никогда не хотела детей или даже животных, что-то в этом маленьком одиноком щенке тронуло ее сердце. Не в силах сопротивляться, она забрала его домой, и с того дня они никогда не расставались. Себастьян стал лучшим, что когда-либо случалось с ней. Он приносил радость и общение, наполняя ее жизнь любовью и счастьем. Однако через 3 года, после того, как она нашла его, женщина столкнулась с неожиданной проблемой. У собаки появилось необычное поведение. Он начал неистово и настойчиво лизать живот своей хозяйки в том самом месте, где она позже обнаружила опухоль. Известие о том, что у нее рак,
стало для женщины сокрушительным ударом. Она отчетливо помнила тот день, когда врач сообщил ей плохие новости. «Мне очень жаль, Тереза, но опухоль, которую мы обнаружили, злокачественная. У тебя рак, дорогая», — доктор сказала это сочувственным голосом. То, как она обнаружила опухоль, она никогда не забудет. Чувствуя себя очень плохо и страдая от постоянных болей в животе, которые первоначально объяснялись стрессом на работе, она решила обратиться к врачу по настоянию друзей, и прежде всего после того, как ее собака так сильно облизала это место, что оно покраснело. Анализы выявили опухоль, что стало для нее полной неожиданностью, учитывая, что в ее семье не было случаев заболевания раком. Опухоль появилась и быстро росла, что было медицинской загадкой, ставившей в тупик даже специалистов. Теперь бедная женщина проходила курс химиотерапии в надежде, что опухоль уменьшится настолько, что станет возможной операция. «Господи, дай мне сил!» Она молилась, прося о милосердии. Каждый сеанс химиотерапии был тяжелым испытанием, отнимавшим у нее физическую и эмоциональную энергию, но общение с Себастьяном давало ей силы и надежду продолжать бороться. Любопытным было то, что даже после того, как она обнаружила опухоль, пес продолжал вести себя странно. Каждый раз, когда он лизал ее живот, по телу Терезы пробегало странное чувство. Она недоумевала, почему ее пес так себя ведет. Как будто он знал о серьезности ее состояния и пытался по-своему утешить или даже вылечить ее. Его реакция на ее ситуацию хотя и успокаивала, но в то же время глубоко интриговала женщину. Почему он продолжает это делать? Я уже знаю, что у меня опухоль. Что он пытается мне сказать? Там есть что-то еще? Она часто бродила по дому, поглаживая собаку по голове, в то время как та продолжала лизать ее живот. Она часто смотрела на свой живот, пытаясь понять, что же так сильно беспокоит собаку. «Что вы видите?» — спросила она, не ожидая ответа, но испытывая глубокую благодарность за компанию и утешение, которое собака дарила ей в такое трудное время. Каждое облизывание напоминало ей об особой связи, которая их связывала. Каким бы странным это ни казалось ей, это была тайна, которую еще предстояло разгадать. Наблюдая за Себастьяном более внимательно, она начала замечать странную закономерность в его поведении. Собака не вылизывала ей живот после того, как она приняла душ и приготовилась ко сну после долгого дня в больнице. Любопытно, что облизывание происходило только тогда, когда Тереза собиралась на улицу, после нанесения кремов, духов и макияжа, или когда она возвращалась с улицы или с сеанса химиотерапии и еще не принимала душ. Например, однажды после изнурительного рабочего дня женщина пришла домой настолько уставшей, что упала в постель, не приняв душ, и заснула. Посреди ночи она проснулась от неприятного ощущения и увидела, что Себастьян энергично вылизывает ей живот. «Себ, что ты делаешь?» — пробормотала она, дотрагиваясь до места, которое покраснело от постоянного облизывания собаки. Обеспокоенная частым поведением собаки и тем фактом, что у нее заметно раздражался живот, Тереза решила обратиться к врачу на следующий день. Во время консультации после тщательного осмотра врач подтвердил, что это всего лишь поверхностное раздражение, вызванное постоянным трением, но беспокоиться не о чем. «К сожалению, ваша опухоль все еще того же размера, дорогая, но мы все еще изучаем ваш случай, чтобы выяснить, что в первую очередь вызвало рак», сказал врач, видя растущее разочарование на лице Терезы, которая жаждала получить четкие ответы о своем состоянии. Доктор также был заинтригован настойчивым поведением Себастьяна и спросил: «А что касается вашей собаки?» Он делал это раньше. Он спросил, пытаясь найти какое-то логическое объяснение поведению животного, только когда мы обнаружили опухоль.
Тереза объяснила, что он начал вести себя подобным образом около года назад. Именно из-за этого я решила разобраться, потому что подумала, что что-то не так, и он пытался предупредить меня. Но теперь я не уверена, потому что он продолжает делать то же самое. Он продолжает лизать меня. Учитывая возможность того, что собака могла столкнуться со стрессами или психологическими травмами, связанными с состоянием ее хозяина, врач посоветовал ей проконсультироваться с ветеринаром, специализирующимся в этом вопросе. Это может быть реакцией на ваше состояние или как-то связано с окружающей средой. Я не уверен. Все, что я знаю, это то, что у животных тоже есть эмоциональные проблемы. Прокомментировал он свою рекомендацию. Ваш друг-ветеринар, известный своими работами в области психологии животных. Взволнованная возможностью лучше понять поведение Себастьяна и облегчить любой дискомфорт, который он мог испытывать, женщина поблагодарила врача и покинула больницу с новой миссией. С новой надеждой на то, что она сможет помочь своему верному товарищу так же, как он помог ей, Тереза записалась на прием к ветеринару на следующий день. Ясным солнечным утром Тереза шла с Себастьяном к ветеринару, и холодный пол эхом отдавался от их взволнованных шагов. Собака, казалось, почувствовала серьезность момента и спокойно шла рядом со своей хозяйкой. Она действительно не была готова к тому, как изменится ее жизнь после этого простого визита к ветеринару. Ветеринар, мужчина с добрым лицом, пригласил их в свой кабинет, где были выставлены различные сертификаты и фотографии его успехов, что дало Терезе надежду на то, что он сможет разрешить ситуацию с ее подругой. Конец. Женщина села и начала рассказывать о беспокойстве и необычном поведении Себастьяна, который настаивал на том, чтобы специально облизать область ее живота, где у нее была опухоль. Мужчина внимательно слушал, кивая и делая какие-то пометки. Что ж, животные часто воспринимают то, что недоступно нам, людям. Доктор посмотрел на них поверх очков. Вы упомянули, что он начал делать это еще до того, как вам поставили диагноз, верно? Тереза кивнула в подтверждение. Да, именно из-за него я решил обратиться к врачу. Но чего я не понимаю, так это того, что даже сейчас, когда я прохожу курс лечения, он не перестает меня облизывать. Может быть, у него травма? Мужчина озадаченно приподнял бровь. И вы сказали, что он перестает облизываться после того, как вы принимаете душ, верно? Он всегда так делает? Это верно, подтвердила она, и ветеринар стал еще более задумчивым, погрузившись в непродолжительное молчание, которое еще больше встревожило Терезу. Через мгновение он нарушил молчание неожиданным вопросом. «Каким увлажняющим кремом или духами ты пользуешься, Тереза?» Вопрос показался неуместным, и женщина посмотрела на него с недоумением. Увлажняющий крем. Ну, я иногда пользуюсь средствами Fancy Glows. Это импортный бренд. Но какое это имеет отношение к Себастьяну? Ответила она, любопытствуя, к чему может привести этот вопрос. Мужчина кивнул. Да, я понимаю. Он покачал головой с таким видом, словно складывал кусочки головоломки воедино. Интересный. Я бы хотел, чтобы вы прекратили пользоваться этими продуктами на неделю и понаблюдали за любыми изменениями в поведении Себастьяна. Хорошо? Тереза согласилась, хотя все еще была немного скептична и не понимала, как ее увлажняющий крем может быть связан со странным поведением ее собаки. Год. Она пообещала сделать то, что сказал ветеринар, и договорилась прийти на следующей неделе. По дороге домой она размышляла о ситуации, задаваясь вопросом, что может показать простое изменение в ее привычном уходе за кожей. Она никогда не могла себе представить, что сделает ее собака после этого изменения, которое прольет свет на тайну, беспокоившую ее в течение нескольких месяцев.
Это потому, что в течение недели, в течение которой она воздерживалась от использования увлажняющих кремов или духов, произошло нечто удивительное. Себастьян ни разу не лизнул ее живот. Заинтригованная и испытывающая некоторое облегчение, Тереза вернулась к ветеринару на следующей неделе, чтобы сообщить об изменениях. Я не знаю, как это объяснить, но Себастьян ни разу не лизнул меня с тех пор, как я перестала пользоваться этими продуктами, как вы и сказали. Сообщила она, все еще удивленная резкой переменой в поведении своей собаки. Ветеринар, внимательно выслушав ее, не выказал удивления. «Себастьян пытается предупредить вас о ваших лосьонах. Должно быть, в этих продуктах есть что-то, что ему не нравится, и он пытается слезать это с вас». Он объяснил это с уверенностью, которая еще больше заинтересовала Терезу действием продуктов, которые она использовала. Ободренная ветеринаром, женщина решила обратиться с этим вопросом к своему врачу. Она записалась на прием и взяла с собой косметические средства. Услышав всю историю, доктор широко раскрыла глаза, осознав серьезность ситуации. «Интригующий. Мы проведем несколько тестов в нашей лаборатории и свяжемся с вами», сказал он обеспокоенно. И когда пришли результаты анализов, доктор вызвал Терезу на срочную встречу. С мрачным выражением лица он сообщил: «Тереза, эти продукты, которые вы используете, содержат очень сильные химические компоненты, в том числе канцерогенные вещества, которые, как известно, вызывают мутации клеток. Кроме того, мы взяли еще одну биопсию вашей опухоли, которая также показала наличие тех же компонентов. Это открытие стало для вас шоком, прояснив все тайны о том, как у нее развилась опухоль. Ваш пес действительно герой. Он пытался слизать с вас увлажняющий крем. Каким-то образом он знал, что именно это причиняет вам вред», добавил доктор со смесью восхищения и серьезности. Женщина, глубоко тронутая и благодарная Себастьяну за его интуицию, почувствовала волну эмоций. «Итак, все это было из-за моего увлажняющего крема?» Она не могла сдержать слез, понимая, что теперь, наконец-то, сможет получить надлежащее лечение. Около 1,5 лет назад она начала пользоваться косметикой марки Fancy Glow, а 6 месяцев спустя обнаружила у себя опухоль. Несмотря на страшный диагноз, который ей поставили, женщина не прекращала пользоваться лосьоном до того критического момента, когда обратилась к ветеринару. В конце концов, кто бы мог подумать о таком повороте событий? Кто бы мог подумать, что простой лосьон для кожи может стать причиной опухоли? Ее врач порекомендовал ей немедленно прекратить использование средства, что она и сделала без колебаний. В течение следующих месяцев, после того, как Тереза перестала пользоваться продуктами бренда и продолжила курс химиотерапии, она начала замечать значительные улучшения в своем самочувствии. Опухоль начала уменьшаться в размерах, и комплексное лечение, наконец, дало эффект. После нескольких месяцев борьбы и неуверенности медицинской бригаде удалось полностью удалить опухоль. Она испытывала огромную благодарность к своему собаке-компаньону, чья настойчивость и странное поведение спасли ей жизнь, и глубокую радость от того, что она может продолжать жить без тени этого кошмара. Тереза, наконец, избавилась от злокачественной опухоли благодаря настойчивости своего пса Себастьяна, который обнаружил ее на ранней стадии. И из-за этого опыта она приняла важное решение подать в суд на компанию Fancy Glow, которая производила продукты, вызвавшие осложнения для ее здоровья. Последующее расследование показало, что компания добавляла в свою продукцию сильнодействующие химические компоненты, чтобы вызвать у потребителей химическую зависимость. Она сама была одной из тех жертв, которые считали, что бренд ей настолько нравится, что она всегда покупала его, не давая шанса другим брендам.
Некоторые тесты подтвердили, что в некоторых случаях эти компоненты вызывали рак. Когда Тереза поделилась своей историей в социальных сетях, она обнаружила, что она не одинока. Многие другие пострадавшие заявили о себе. У некоторых из них также возникли серьезные проблемы со здоровьем после употребления тех же продуктов, и они даже не подозревали, что сами виноваты в своем несчастье. Это вызвало волну судебных исков против Siobhan Symes. Судебный процесс был напряженным и эмоционально изматывающим, но она одержала победу. Тереза получила крупную компенсацию, которая не только гарантировала ее финансовую безопасность, но и положила конец этой мошеннической и злой компании. Разоблачение опасности ее продукции привело к окончательному закрытию бренда. На полученные деньги Тереза обеспечила себе и Себастьяну комфортную и безопасную жизнь. Она также стала пропагандистом повышения осведомленности об ингредиентах косметики и средств личной гигиены, участвуя в кампаниях по ужесточению контроля за этими продуктами. Она решила изучать косметологию, чтобы создавать продукты, безопасные для употребления в пищу человеком. Эта женщина никогда не забывала тяжелый урок о том, что иногда самые важные знаки приходят оттуда, откуда их меньше всего ожидаешь, и что она всегда должна быть внимательна и благодарна своей собаке, которая предложила ей нечто большее, чем просто компанию. Она спасла ей жизнь. Что касается Себастьяна, то он прожил долгую и счастливую жизнь рядом со своим любимым хозяином, и его всегда почитали как героя, которым он действительно был. И если вам понравилась эта история, я уверен, что следующее видео, которое появится на вашем экране, тоже вас растрогает. Не забудьте подписаться, поставить большой палец вверх и активировать колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одно из наших следующих видео. Увидимся в следующей трогательной истории.